Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю торт Наполеон. Так уж сложилось, что торт Наполеон наряду с салатом оливье и селедкой под шубой стал одним из традиционных блюд праздничного новогоднего стола. И если бы меня спросили, чем пахнет Новый год, я бы сказала мандаринами и тортом Наполеон. Рецептов торта великое множество, и у меня их тоже немало. Есть нежно любимый школьный Наполеон, есть мокрый, есть шоколадный, есть творожный. Этот рецепт ближе к классическому. Нежные коржи из домашнего слоеного теста быстрого приготовления и вкусный заварной крем с добавлением сгущенного молока с сахаром. Итак, давайте начнем готовить. Для теста нам понадобится 500 грамм муки, 250 грамм холодного нарубленного сливочного масла, одно среднее куриное яйцо, примерно 200 мл очень холодной воды, четверть чайной ложки соли и 1,5 чайной ложки разрыхлителя для теста. Муку смешиваем с солью разрыхлителем, просеиваем. Яйцо разбиваем в стакан, объем стакана 250 мл. И доливаем стакан до полного холодной водой. Масло либо натираем на крупной терке, либо рубим ножом и быстро перетираем с мукой в крупную крошку. Сливочное масло должно быть очень холодным, его можно даже предварительно немного подморозить. Вместо масла при желании можно взять маргарин, но я все же предпочитаю использовать сливочное масло. Действовать здесь нужно быстро, чтобы масло не растаяло. Мелкой крошки добиваться не нужно. Главное, чтобы не было крупных кусков масла. Этого будет вполне достаточно. Вот такая крошка у меня получилась в результате. В центре делаем лунку. Вливаем туда яйцо с водой. Разбалтываем. И быстро замешиваем тесто. И здесь также самое главное действовать быстро. Не нужно тесто долго месить, вымешивать, не нужно даже добиваться его однородности, поскольку тесто от длительного замеса может затянуться, и в результате коржи получатся плотными и даже жесткими. Они не будут слоеными. Как только все то, что мы сложили в миску, свяжется в тесто, оно готово. Тесто получается очень мягким, вот такое оно по консистенции. И посмотрите, какое тесто на срезе. Оно неоднородное, видны небольшие кусочки сливочного масла, и это нормально. Они придадут нашим коржам слоистость. Тесто делим. Я делила на 8 примерно равных частей. Каждую часть теста подкатываем, складываем на тарелку и ставим на несколько часов в холодильник. Тесто должно хорошо охладиться, стать плотным. Достаем тесто уже непосредственно перед работой. На рабочем столе оставляем только тот кусочек теста, который мы будем раскатывать. Все остальное тесто опять ставим в холодильник. Будем доставать по мере работы. Каждый кусочек теста раскатываем тонкий корж. При раскатывании пользуемся мукой, поскольку тесто по мере его согревания начнет прилипать к рабочей поверхности и скалке. Толщина раскатки 2-3 мм. Раскатанное тесто переносим на лист бумаги для выпечки и вырезаем. Я вырезала коржи диаметром 24 см. После выпечки коржи станут немного меньше. И попутно хотела сказать, что бумагу для выпечки в этом рецепте я использую исключительно для удобства. Так коржи удобно переносить на противень, и при этом они не деформируются. Как вариант, можно вырезать коржи на рабочем столе и переносить их на противень при помощи скалки. Причем дополнительно смазывать противень ничем не нужно. Корж густо накалываем вилкой, обрезки собираем и пока убираем в холодильник. Подготовленный корж, если, конечно, есть возможность и время, после раскатки на листе бумаги для выпечки желательно положить минут на 15-20 в морозильную камеру и затем уже выпекать. Если такой возможности нет, то выпекаем сразу же после раскатки. Выпекаются коржи в очень горячей духовке. Температура выпечки 210-220 градусов Цельсия. Пекутся коржи очень быстро, 7-8 минут,
до легкой золотинки. Ну а пока печется первый корж, мы раскатываем все остальные коржи. И в результате работает вот такой конвейер. Всего у меня получилось 10 коржей, 8 из подготовленных кусочков теста и 2 коржа я раскатала из обрезков. Я вырезала коржи по мерочке диаметром 24 см. Диаметр коржей после выпечки был примерно 21 см. Даем коржам полностью остыть. Оставшиеся от коржей обрезки тонко раскатываем. Здесь я раскатываю практически до прозрачности. И выпекаем до насыщенного золотистого цвета. Дадим слегка остыть и разломаем в крошку. Эту крошку мы будем использовать для обсыпки торта. И обратите внимание, насколько он легко ломается, без дополнительных усилий, просто руками. И такими же хрупкими у нас будут и коржи торта. Для крема нам понадобится банка сгущенного молока с сахаром, вес банки 380 грамм. 300 грамм хорошего качественного сливочного масла, 200 мл молока, 2 куриных яйца среднего размера, пакетик ванильного сахара и 1 столовая ложка с горочкой кукурузного либо картофельного крахмала. Крахмал разводим в небольшом количестве холодного молока. Все остальное молоко нагреваем до очень горячего, практически до кипения. Куриные яйца слегка взбиваем. Вливаем разведенный крахмал. И затем тонкой струйкой, небольшими порциями, не прекращая взбивания, будем вводить горячее молоко. Первые порции должны быть совсем небольшими, чтобы яйца не свернулись. А в конце можно добавлять молоко посмелее. Переливаем яичную смесь обратно в кастрюльку и идем к плите. Нам нужно ее уварить до загустения. Варим при постоянном интенсивном перемешивании. Я периодически кастрюльку сдвигаю на край плиты, чтобы регулировать нагрев и крем не переварить. Густеет крем очень быстро, на все про все буквально 2-3 минуты. Сразу же перекладываем в отдельную посуду. Добавляем ванильный сахар, перемешиваем. И дадим полностью остыть до комнатной температуры. А чтобы сверху не образовывалась корка, мы либо на крем кладем пленочку прямо на поверхность крема, либо периодически подходим и перемешиваем. Итак, для крема у нас есть размягченное сливочное масло. Масло не растопленное, оно должно быть комнатной температуры. У нас есть сгущенное молоко с сахаром и у нас есть заварная основа. Начинаем приготовление крема с того, что хорошо взбиваем сливочное масло. И затем во взбитое сливочное масло постепенно, малыми порциями, вмешиваем сгущенное молоко с сахаром. После того, как вся сгущенка будет добавлена, проработаем крем-миксером 1-2 минуты. Мы будем постепенно добавлять заварную основу. И попутно хотела заметить, что в этом рецепте в сливочное масло вбивается довольно много жидких продуктов. Это и сгущенка, это и заварная основа. Поэтому сливочное масло должно быть очень качественным. От его качественности, его емкости будет зависеть успех приготовления крема. Ну а если вдруг крем осекся, пошел крапинками, то его можно слегка подогреть и еще раз проработать миксером. И такой в результате получается легкий и очень вкусный крем. И у нас все готово для того, чтобы собрать торт. Собираем его, как всегда, горочкой. Коржей у нас много, и для того, чтобы не ошибиться с количеством крема, мне удобнее на рабочей поверхности разложить все коржи и распределить крем между коржами. Один корж мы оставляем без крема. Эту порцию крема и даже чуть больше мы пока оставляем в миске.
На сервировочную тарелку выкладываем первый корж, смазываем кремом, выкладываем следующий корж, распределяем. Коржи неровные, вздувшиеся, но особого внимания на это не обращаем. Все потом подправим. Периодически вот таким образом торт подравниваем. Сильно не давите, только слегка. Выкладываем верхний корж. Он у нас пока без крема. Кремом промазываем бока торта и оставляем торт при комнатной температуре примерно на час, для того, чтобы коржи немного пропитались. Затем на торт ставим небольшой груз. У меня это разделочная доска и слоник. Вес слоника примерно килограмм. И оставляем под грузом еще на час-полтора. Снимаем груз. Оставшимся кремом смазываем верхний корж. Выравниваем бока торта. Обсыпаем торт крошкой и убираем в холодильник. И наш торт готов. Итак, наш торт Наполеон готов, и мне остается традиционно вам пожелать приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.